Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, лайки, подписки, комментарии, добрые слова, пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что говорит о тебе прямо сейчас? Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий, не забываем, девочки. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы только вытворит своего счастья. Делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, смотрим до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Так, это вы? Хотя спросить, спрашиваю, это вы нежная? Карта нежности. Ваша карта вышла вопрошающей. Почему? Потому что рядом... Почему уточняю? Потому что рядом карта ярость, токсичность, клетка. Так, уточняю, о чем это? Ага. Так, сама по себе девочка нежная, ласковая, запрос на любовь. Для вас любить равно дышать. Более того, тут карта морали. Добро, свет, милосердие, сопереживание. Это все сюда. У кого-то род деятельности связан с помощью людям. В принципе, да, придете на помощь, поддержите. Но тут какая-то история с вами случилась, приключилась. Ой, карта крест. Скорее всего, это уже прожитая история. Вы стали, как заложником какой-то ситуации. У кого-то, девочки, я должна это озвучить, треугольники. Мужчина и еще одна женщина помимо вас. То ли недоразведен, то ли в принципе непонятный статус у мужчины. Да, можете вы быть не свободны. Встреча с каким-то мужчиной, отношения созависимые. Мужчина сам по себе проблемный. Может быть вспышки агрессии, может характер быть такой, знаете, не сахар, да. В принципе, качели какие-то эмоциональные тут показаны, токсичные взаимоотношения. Вы какое-то время себя ощущали как тут, как в клетке. Может быть, не понимали до конца, к чему отношения они идут, кем вы являетесь для этого мужчины. Тут страсть, тут, может быть, знаете, как вообще отключался мозг, просто настолько эмоции переполняли. Для вас это и любовь, и боль, и какие-то такие испытания. Это, тут вполне возможно, до этого мужчины вы никому не испытывали таких эмоций. Какое-то время тут вообще показано, может быть, даже как растворились в этом мужчине. Тут карта как скучали по нему, несмотря на то, что отношения с ним изначально и вряд ли были, знаете, такие какие-то экологичные и правильные. В каком плане? Может быть, в глазах общественности, может быть, тут отношения трудно реализуемые. Знаете, отношения, которые скрывают от общества. У кого-то это прям, может быть, даже вразрез с вашими какими-то убеждениями, принципами эта связь шла, но не могли с собой ничего сделать. Это так даже. Может быть, шансы давали себе, мужчине, может быть, надеялись, что вот-вот отношения куда-то к чему-то приведут. Так мне идет. Так. Шли с надеждой получить одни эмоции, а получили гамму, спектр целый совершенно других, иных, другого рода эмоций. Но, тем не менее, созависимость. Тут как будто бы вообще, кроме этого мужчины, вы могли никого вообще не замечать, не видеть. Он для вас был как свет в оконце. Так.
Ну, карта у меня шабаш идет. Я буду это считывать. У многих произошла распаковка после, может быть, болезненных каких-то откровений, открытий, после каких-то разочарований в любовной сфере, да, увлечение эзотерикой, психологией, у кого-то расклады Таро, это все сюда, попытки для себя осознать, что дальше делать, и кем он является в моей жизни, и куда мне дальше, и как мне дальше, с ним, без него, и тут как будто бы слишком много чего-то как утаивалось, и вам, может быть, захотелось разобраться, элементарно даже разобраться, почему настолько он важен для меня, почему я позволяю этому мужчине так себя проявлять, вести в отношении меня. Может быть, никогда в отношениях вы не позволяли мужчине, ну, таких проявлений, а тут давали шансы. Так, у кого-то так прямо. Ну, тут карта, видите, паутина. Женщина запуталась в паутине. В любовной паутине, в паутине этих страстей. Отчасти кто-то и сам был не против. А для кого-то это вот шанс был, да, на любовь. Ну, очень много трудностей. В принципе, повторюсь, отношения у кого-то трудно реализуемые, а у кого-то, ну, очень непростые были взаимоотношения. Тяжело это все пережили, переживали, кто-то еще переживает. Подпишись на канал и поставь лайк. Кто и что говорит о тебе прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас? И что этот человек говорит о вас прямо сейчас? Кто говорит и что о вас говорит? Кто о вас говорит? И что о вас говорит этот человек прямо сейчас? Кто о вас говорит и что этот человек о вас говорит? Возьму эротическую. Кто о вас говорит прямо сейчас и что этот человек говорит о вас прямо сейчас? Кто и что? Смотрим. Кто говорит о вас прямо сейчас? Человек, который был счастлив, может быть, с вами счастлив, сейчас чувствует себя одиночкой, одиноким. Так, память о вас не отпускает. Человек следит за вами, подсматривает. Одиночество для него является токсичным. Есть люди, для которых одиночество это в кайф, да? А для этого человека одиночество плохо переносит, токсично. Так, ух ты, как интересно. Так, а что это? Ту-ту-ту-ту-ту. Так, кто говорит? До конца не могу понять. Королева Земли. Рост. Угу. Сейчас, девочки, буду смотреть. Королева Земли. Так, это женщина, это? Королева Земли. Кто? Девочки, ну не знаю, насколько вам эта информация понравится, да, но тут у кого-то прям ярко выраженная история. Какая-то ваша соперница, которая считает вас отчасти причастной, может быть, если ее мужчина то ли охладел к ней, к этой женщине, то ли она подозревает, что он был в вас влюблен, то ли сейчас он в вас влюблен. Это женщина, которая в прошлом была счастлива. Это женщина, да, я почему-то подумала сразу мужчина. Нет, это женщина, которая раньше, она говорит, я была счастлива. Сейчас она чувствует себя одинокой, и для нее это токсичное одиночество.
за вами, она периодически, ну, то ли следит, то ли информацию о вас набирает, собирает. Она до конца не уверена в том, что, ну, скажем так, с этим мужчиной, который ее интересует, да, объект каких-то, ну, уже не знаю, может быть, восхищения, может быть, даже приписывает вам эту связь с этим мужчиной. Но у нее подозрения тут, знаете, кстати, она может думать о том, что кто-то, ну, я должна это озвучить, тут магия влюбленная, да, подозрение, может быть, что тут или вы применяли какие-то методы, да, тут магия, тут 100% идет, для того, чтобы этого мужчину то ли удержать, привлечь к себе, заинтересовать. А у кого-то, девочки, тут вообще история о том, что она сама, может быть, применяла магию. Вот тут, кстати, такое больше даже проиграется. А вы в свое время, тут идет карта соль просто. Вы как будто бы пытались то ли почиститься сами, то ли как будто бы с этого мужчину, как с мужчины даже пытались снять вот эту вот магию. Тут это не моя любимая тема, абсолютно, но тут прям ярко выражено. Ну, тут более, наверное, все-таки проигрывается история о том, что эта женщина могла применять эту магию, а вы, скорее всего, повторюсь, вот карта соль, влюбленная соль. Поэтому в полной мере эта женщина, ну, как будто бы то, что она там напланировала, то ли заполучить этого мужчину себе, то ли удержать его, да, даже так могу озвучить тут. Она этого не получила. Он, может быть, там где-то рядом с ней находится, но она несчастлива, королева земли. У кого-то это супруга может проиграться, у кого-то бывшая супруга. Так. Кто она? Тут для этой женщины очень важно в социуме держать, знаете, лицо какое-то, держать, как это, картинку красивую создавать, карта защита и карта трио. Вполне возможно, тут история о том, что если она вместе с этим мужчиной уже длительное время, для нее не новость, что у него может быть параллельно еще кто-то, или он может увлекаться кем-то еще. Но карта защиты, она то ли защищается, то ли она как будто лицо свое защищает. Ну, то есть почему-то, если она находится во взаимоотношениях с ним, то она это старается скрывать. Ну, то, что она знает, допустим. Тут карта трио, тут по-другому никак вообще не прочитаешь. Все равно она надеется на какой-то рост, может быть, взаимоотношения будут продолжаться, но она несчастлива в этом всем. Но она в этом остается. Ну, такая у меня какая-то женщина пришла. Ну, для кого это, девочки, актуально, смотрите дальше, что она говорит о вас. Но тут подозрение, понимаете, тут она точно не уверена, может быть, что мужчина там, то ли у вас с ним связь, то ли он в вас влюблен, но подозрение какое-то есть. Так, давайте смотрим, собственно, что она о вас может говорить. Так, что она говорит о вас? Ну, тут сплетни какие-то, сразу у меня вышло. Сплетни, то есть о вас, может быть, даже как она узнает что-то, переносит эти сплетни. Так, сейчас. Ой. Такие странные карты какие-то. Так, что она о вас может говорить? Вообще показано, как будто бы сплетни постоянно вот будут преследовать вас, и в принципе она находит какую-то информацию о вас, а с кем поговорить именно вот по поводу вас. Это касается вашего какого-то развития, может быть, ваших новых проектов, эволюция. У кого-то говорит о вашей внешности, тут не знаю, что, ну тут в плане эволюция, тут в принципе у вас
могут характеризовать, что наоборот вы увлеклись тут слишком косметологией, да, слишком там может, какими-то процедурами. Ну, это же такое, как сплетни, да. Так, о чем еще тут? Может еще, знаете, в каком контексте говорить? О том, что у вас в прошлом было разочарование в любовной сфере, ваша карта, да, и вы для себя сделали выводы, что в любви, да, допустим, все методы хороши. Тут карта змея. Ну, мне так идет, что вы довольно-таки коварная особа. Тут и мудрость, и сексуальность. В общем, как будто бы вы все готовы пускать все свои козыри, да, весь арсенал в действие. Тут так идет. Так, самобичевание, ручка, тайна. При этом, не знаю, сейчас буду уточнять, вот о чем это самобичевание. Давай. В общем, может она с кем-то вас обсуждать. И знаете, тут такой еще подтекст, рассказывать о том, что вы достаточно... Тут хитрость, мудрость. Смысл какой? Вы легко достаточно, по ее мнению, можете завоевывать, ну, друзей, не друзей, приятельские отношения. Но она говорит, это все игра. Даже какая-то, может быть... Знаете, вас она видит очень хитрой, продуманной, но как будто бы внешне вы можете производить впечатление такой какой-то ранимой, такой девочки, которую хочется и нужно защищать. Вот тут почему-то между строк у меня вот так вот идет. Но при этом она может говорить, что это ваше какое-то, тут вот как оморочка, это ваше... Ну, как игры, это ваши какие-то такие методы, вот. При этом может также рассказывать, что вы можете быть абсолютно разной, ангел и демон. То есть актриса даже какая-то хорошая. Вот тут вот так вот. Не знаю, девочки, странный сегодня расклад, но что есть, то есть. При этом в прошлом очень много тайн и тайна грязь. Много такого, чего хотели бы то ли скрыть, то ли типа осознанно скрываете. И это связано именно с любовной сферой. Как будто бы у вас много тайн, связанных с мужчинами, с какими-то связями. Ну вот тут так. При этом она лишний раз еще подчеркивает, что образ, который вы создаете, тут карта идол, он настолько разнится с тем, какая вы, с вашими методами. Вот. Тут такое вот. Интересно прям. А на самом деле вы действительно такая, как она рассказывает. Ух ты, ведьма видящая. Сейчас. А на самом деле многие из вас пришли в эзотерику по карте Шабаш для того, чтобы по карте Мастер разобраться, почему вы попадаете в какие-то мутные, непонятные истории, привязываетесь к мужчинам. Карта Князь. У кого-то был не свободен мужчина, у кого-то мужчина ресурсный, лакомый кусочек для очень многих. Вы готовы были на очень много для этого мужчины, но, скорее всего, очень много тайн и договоренностей изначально было во взаимоотношениях. Ну, тут так у меня идет. Так, с кем она вот это вас обсуждает? Ну, тут сплетни, тут женщины. С кем она вас обсуждает? С женщинами, которые не могут где-то в открытую свое мнение выразить, которые почему-то тут мне показано, ну, бездействуют. То есть то ли они каким-то образом от нее, то ли зависят от этой женщины, то ли им выгодно создавать такую иллюзию того, что да, мы тебе верим.
Тут какие-то женщины, знаете, такие, правда, такое ощущение, как будто бы то ли в подчинении у нее, то ли зависят от нее, то ли, знаете, может быть, даже вот этого мужчину они знают хорошо и как между двух огней. С одной стороны, они не могут в открытую то ли стать на его защиту, то ли ей в открытую так что-то тут отвечать. Вот тут так как-то мне идет. Как будто бы не имеют права собственного голоса. Может быть, в открытую ей не могут особо что-то тут ответить. Или ну, вот такие какие-то странные мне эти женщины идут. Тут как будто бы этой женщине очень важно почему-то даже между строк показать, что то, какой вас видят, образ ваш, карта башни, его надо разрушить. Почему-то ей важно это. Ну, тут какая-то ваша то ли соперница, то ли она приревновала вас к этому мужчине, то ли как потенциальную соперницу она хотела бы очернить, как-то клеветать. Вот тут вот, сплетни. Понимаете, если бы не было этой карты, я бы сказала, может, там имеет место быть что-то. А тут это сплетни, это на ровном месте, это высосано из пальца. Что-то она зла на вас. А этот мужчина действительно в вашу сторону неровно то ли дышал, то ли дышит. Интересно, карта кольцо, воровство. А у кого-то мужчина мог быть не свободен, но карта воровство не против бы действительно был с вами провести как-то время очень интересно. Действительно, да, интересовался, я думаю, вами. Но серьезно, вряд ли он тут что-то хотел, девочки. Хотел, наверное, знаете, легких отношений. Но она это считала. Она считала заинтересованность в вас. Но и она вас оценивает как вам сказать, как угрозу, как достойную соперницу. Она даже считала так, что если мужчины сразу будет интерес в вашу сторону поверхностный, в плане, как поверхностный, просто как прекрасной, замечательной, красивому сексуальному объекту, да, то в принципе ваша ценность и карта сердца, даже мужчина может влюбиться, то есть угроза, вы как угроза для нее. Все, такой у меня расклад, девочки, сегодня получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.